Посмотри на мой кубик, там всегда 20. С этой бандой лучше вообще не связываться. Put up, put up, put up, put up. Oh. Yeah. Silent Go. Infernal Engine. Подпишись, если хочешь такие же криты. Всем привет! В данном видео рассмотрим команду Неустрашимости и команду Ледяного Взрыва на босса из Тайон. Будет два варианта. Также есть замены. У кого нет маштура, ничего страшного, не переживаем. Решение для этого есть. Ну что ж, приступим к разбору команд. Если вы хотите поддержать канал, сделать вы это можете просто введя мой код создателя в ежемесячном разделе магазина прямо в игре. Код вы видите на экране. Тем самым вы разблокируете себе скидочные наборы по очень выгодным ценам и получите подарок кубик Гелиолита. И вы можете осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании каждого видео на платформе BuffBuff по очень выгодным ценам. Намного дешевле, чем в игре. Расстановку я использую вот такую. Первую команду мы рассмотрим именно Неустрашимости. Если нет маштура, то в принципе ничего страшного. Сюда вполне себе идеально заходит Репекас. То есть нам нужно просто резать полоску. Репекас, думаю, есть у всех. Пробуды тоже здесь не важны. Нужна просто его ульта. То есть он будет накладывать и дебафы всякие, и резать полоску ультимейта. То есть нам от него это, собственно, и требуется. Маштур тут лучше заходит просто за счет того, что он дает бафы на атаку, плюс вешает щиты, что увеличивает нам урон. Все. То есть урон мы потеряем, да, если поставим Репекаса, но отбить босса нам это никак не помешает. Также по нюансам сразу тайминги покажу. Бить в тупую без таймингов, как бы идея нехорошая, потому что зациклить полностью босса у нас тогда не получится. У нас у сундука откат 16.3, сундук обязательно с ускорением в навыках. И глубинный дар у нас получается, у него хоть откат и 16.9, но под кукольником он меньше. Но нам все равно нужно именно поставить тайминг такой, как из сундука, чтобы они не разъезжались, иначе босс начнет заливаться и ходить дальше. При таких таймингах мы можем, в принципе, идеально его зациклить, и все там у нас нормально. Гуинавивр у нас, в принципе, я просто взял с воронки, ничего нового, полностью в урон. Настенку я одел в сопротивление, так как она у меня в сете кукольника, чтобы она стабильно давала заливку команде, потому что вообще на боссе урон очень рандомный, он прыгает от 650 и вплоть до 800. Просто из-за того, что он рандомно вешает вот эту молчанку, немоту, и от этого очень многое зависит. Также вот этот еще дебаф, то есть чем меньше будет прилетать на Женевьеву, тем лучше. То есть в этом весь рандом. Тут неважно, ходит босс, не ходит, а как он стабильно вешает раз в 20 секунд. То есть конкретно это нам и мешает. Именно поэтому я собрал Настенку сопротивления. Если у вас получается выжать сопротивление больше, без, допустим, ребер, да, потому что как бы дебафы нам тут особо-то и не летят, но тем не менее. Если в рунах, там, в шмотках у вас получится много сопротивления сделать, при этом не особо просев по атаке, то это вообще замечательно. Можете поставить, допустим, рога оленя, либо вообще эксклюзивный артефакт поставить. Тут уже особой разницы нету. Вот. Но у меня с ребрами получается лучше. Также кульвида у нас. Если нет донатного артефакта, то ставим рога оленя. И тут также точность, кучу атаки, все в атаку и вот эти два мифика. Ну, я еще и бонусом поставил вот эту шмотку, просто чтобы она точность давала и маштуру, и глубинному удару. Маштур у нас сопротивление и точность. Также мифик на щиты и сет также на щиты. Ну и артефакт. Вот это тоже поставил, так как у нас все герои молнии. То есть, соответственно, если ставите Репекаса, то этот артефакт ему не зайдет. И можно, в принципе, поставить ему какие-нибудь часы. Тоже идеально будет. Будет неплохо резать полоску. Босс у нас ходить не будет вообще. И вот такой вот у нас глубинный дар. Также точность и сопротивление. Таланты беру вот эти. Ракушка. Вот этот сет, чтобы он у нас бафал на атаку нашу Гуинавивр. Ну и мифик, соответственно, на дебафы. Сундук у меня вот такой. Тут куча ускорения, атака, защита. Ну и так таланты всякие. Не все, конечно, нужны, так как сундук я вообще под ледяной взрыв собирал. Вот и, собственно, что у нас происходит. Сейчас начнут ходить они. И как только полоска начинает после первого боевого идти, здесь она у нас просто зацикливается. Тайминги обязательно. Без них будет очень печально все. Вот, то есть в тот момент, когда глубинный дар режет полоску, и когда уже его ульта подходит к концу, в этот момент, когда вот этот простой у нас идет, как раз срабатывает сундук. И уже сундук замедляет, что позволяет нам дать время, чтобы глубинный дар уже откатился. Также, как видите,
У него здесь есть некоторая пауза, но даже несмотря на нее, все равно он нормально все успевает ультовать, когда надо. Все, у нас, то есть, здесь босс конкретно зацикливается. Вот то, о чем я говорил, Гуинавир у нас словила дебаф, и все, у нас тайминги очень-очень жестко разъехались. Поэтому очень-очень рандомный босс, прям аж бесит, но тем не менее выбора у нас тут нету. Поэтому придется просто реролить, реролить, реролить. Чуть у нас он не уполз, но все нормально, все успели. Вот, соответственно, Маштур также боевым тоже режет полоску, что не позволяет Истайон выйти за пределы второго боевого навыка. Если будет Репекас, то будет, в принципе, происходить то же самое, только с помощью его ультимейта. Ну и более простенький вариант. Тут у нас будет через Виньяру, Виньяра с часами, сундук. И по поводу, кстати, Виньяра, вот этот сет ей и мифик. То есть это можно, в принципе, заменить, потому что не всегда она кидает щит именно на билдель. Вы можете убрать талант, вот этот на подхил, на любой другой, чтобы она проседала по здоровью и щит прилетал ей. Но все равно это не всегда помогает. Поэтому, в принципе, сет можно заменить на торговца самоцветами и мифик заменить на наложение дебафов. То есть там, где мы за каждый дебаф получаем 5% к наносимому урону. То есть, наверное, он даже здесь лучше зайдет, потому что вот это все по ХП подбирать, это очень муторно и не всегда выходит в плюс. То есть это уже вы должны сами смотреть, как вам лучше. Тут также Зорок полностью атака, раздача атаки, сет кукольника. Шина также полностью в атаку. Тут какой вариант еще может быть? Можно Шину по-другому чуть одеть, там мифики некоторые заменить. Если мы на Венеру поставим вот этот мифик, то в принципе сюда можно какую-нибудь перчатку пополезнее поставить и тем самым тоже увеличить урон. Я этой командой особо не заморачивался, потому что я через неустрашимость буду бить. Такая вот сова у нас, тоже все в допы. И касаемо белки, у меня не получается и много шансов крита выжать, поэтому урон тут у меня не такой, как хотелось бы, конечно. Вот, а так никакого сопротивления, ничего никуда не ставим. Единственное, что Виньяра у нас будет в сопротивлении, чтобы она никакие дебафы не ловила, никакие станы и так далее, чтобы молчанка на нее не срабатывала. Вот, поэтому как-то так. Расстановка, собственно, тоже вот такая, чтобы с двух сторон ее бафали, ну и сова сзади. Пробовал, кстати, разные варианты, там и через сопротивление, там что только я не делал. Но выходит лучше, когда мы вообще забиваем на все это, ловим станы, дебафы и так далее. Но полностью уходим в урон. Так получается почему-то набить больше. Вот, короче, как-то вот так. Тайминги тут тоже особо значения не имеют. Мы просто стартуем, а дальше у нас все равно все разъедется, потому что дебафов мы никуда не денемся. Плюс вот эти молчанки всякие рандомные. Так что чисто только старт даем и все. Дальше уже будет у нас опять хаос, рандом и так далее. Так что на этом, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.